Взаимоотношения между животными в дикой природе порой складываются настолько необычно, что ставят в тупик даже опытных исследователей. Речь идет не о банальном симбиозе или борьбе за выживание, иногда существами движет нечто большее, чем инстинкты. Звери, как и люди, оказывается, умеют испытывать глубокую симпатию, хранить верность и проявлять бескорыстную заботу. Они могут делиться самым ценным и защищать друг друга просто потому, что стали друг другу близки. Такие истории заставляют поверить в то, что внутренний мир обитателей лесов и гор куда сложнее и тоньше, чем принято считать. История об удивительном случае, за которым вот уже несколько лет с восхищением наблюдают жители Турции. Эта история кажется почти выдумкой, ведь ее герои — дикая лисица и домашняя кошка. Сложно представить, чтобы лесной хищник, для которого мелкие зверьки — привычная добыча, не только позволил кошке находиться рядом, но и искренне подружился с ней, проводя время за играми и едой. Событие разворачивается на живописном берегу озера Ван, что раскинулось примерно в 25 километрах от уютного турецкого городка. Это место славится своей красотой, бирюзовой водой и мягким климатом, привлекающим множество рыболовов. Именно один из таких рыбаков и стал первым свидетелем необычной дружбы. Однажды утром, готовя снасти на берегу, мужчина заметил приближающуюся к воде лисицу. Рядом с ней, белоснежным пятном выделяясь на фоне песка, сидела кошка с редкими разноцветными глазами, типичная представительница знаменитой ванской породы. Первой мыслью рыбака было броситься на помощь. Он решил, что хищница вот-вот нападет на кошку. Но, приглядевшись, он замер от удивления. Лиса и кошка не проявляли ни малейшей агрессии. Напротив, они весело носились по берегу, кувыркались в теплом песке и, казалось, искренне наслаждались обществом друг друга. Рыжая гостья осторожно терлась мордочкой о бок кошки, а та в ответ довольно мурлыкала. Позже, когда рыбак принялся потрошить улов, произошло и вовсе невероятное. Животные мирно разделили рыбу, не выясняя, кому достанется кусок побольше. С тех пор минуло несколько лет, и неразлучная парочка стала настоящей достопримечательностью этих мест. Местные жители и рыбаки регулярно видят их вместе на берегу. Они играют, греются на солнышке или просто сидят рядышком, глядя на воду. Люди уже не сомневаются в том, что между зверями существует настоящая крепкая дружба. Отдельного внимания заслуживает кошка. Ванская порода — уникальное явление, сформировавшееся естественным путем именно в окрестностях озера Ван. Эти кошки славятся не только умом и преданностью человеку, но и необычайной любовью к воде. Их шерсть обладает особым водоотталкивающим свойством, позволяя им плавать с большим удовольствием. Более того, это единственные в мире кошки, которые ныряют за рыбой. Местные жители издавна слагали о них легенды, считая их смелыми и удачливыми охотниками. Вероятно, именно эти качества сыграли решающую роль в зарождении необычной дружбы. Местные старожилы выдвигают свою версию. Возможно, несколько лет назад кошка наткнулась на ослабшего, оставшегося без матери лисенка. Вместо того, чтобы прогнать или убить его, она не только не причинила ему вреда, но и, возможно, поделилась с ним едой или согревала в холода. Лисенок вырос, но сохранил благодарность и привязанность к своей необычной спасительнице. Научных подтверждений этой красивой истории нет, но сами жители в нее искренне верят, слишком трогательно и доверительно ведут себя животные друг с другом. Рыбаки, часто бывающие на озере, давно взяли над парой негласное шефство. Они оставляют для них рыбу и воду, а главное, следят, чтобы любопытные туристы не пытались приблизиться к зверям, погладить их или, чего доброго, забрать домой. Каждому новичку объясняют, лиса и кошка — свободные дети природы, и вмешиваться в их жизнь нельзя. Слухи о необычной дружбе разлетелись далеко за пределы Турции. Один из очевидцев даже снял трогательное видео, на котором видно, как звери беззаботно возятся, покусывают друг друга, бегают по кромке прибоя и засыпают рядышком, свернувшись в пушистые клубки. Эти кадры кажутся сюжетом доброго мультфильма,
но это реальная жизнь. Сегодня рыжие лиса и белоснежная ванская кошка стали настоящими символами побережья. Они служат живым напоминанием о том, что природа гораздо добрее и мудрее, чем мы привыкли думать. Даже в мире, где царят суровые законы выживания, есть место для нежности, заботы и взаимного уважения. Эта история рушит стереотипы о вечной вражде между хищником и потенциальной жертвой. Глядя на этих двоих, начинаешь понимать, как часто люди сами усложняют свои отношения, забывая о простых истинах, доверии, бескорыстии и умении делиться. Лиса и кошка не умеют говорить, но их поступки понятнее любых слов. Они ничего не ждут друг от друга, не требуют благодарности, они просто чувствуют и живут здесь и сейчас. Такие истории — ценное напоминание о том, что каждое живое существо достойно уважения и защиты. Давайте беречь животных и помнить, даже маленький добрый поступок способен изменить чью-то судьбу. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!